Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Ну что, давайте посмотрим на сегодняшний мой рандом. Что я здесь вижу вообще из легендарок? Это то, что здесь есть Темпларка, Спектра, Цветка, Лич, Хусик. Ну, в принципе, убийцы плюс ведьмаки, это будет очень сильно, особенно если Темпларка придет не в двоечку, причем ранее. Также можно было бы сыграть на механизмах плюс Цветка. То есть, если мне придет Цветка в троечку, то будет вообще шикарно. Ой, в тройку. Хотя бы в двойку вот со старта, чтобы это было просто не очень долго. А фигуры-то сильные мне пришли. И снайпер. Можно было бы на самом деле со снайпера начать. Есть даже минус армор. И что, попробовать, не попробовать? Так, ладно, я пока тебя уберу, возьму станчик. Ладно, эти предметы я скипну, хотя духовный талисман лучше бы я не скипал. Как по мне, духовный талисман это очень сильный предмет. И лучше бы я его, наверное, его не скипал. Так, по-любому здесь уже нежить собирается, вот я уже вижу. Против нежити в идеале бы сыграть на шаманах. Это будет вообще просто песня, если сыграть на шаманах. Я его законтрю моментально со старта. Так же самое можно было бы и на рыцарях сыграть. Тоже было бы неплохо. Кстати, рыцари теперь поменяли, он теперь единицу стоит. Так, ливер пришел. И тут мне уже нужно определиться, либо же я играю на рыцарях со старта. Если, в принципе, играть на рыцарях, то по-любому против меня соберут ведьмаков. То есть тут есть спектра, есть темпларка, и как бы гадалки не ходи, что будет. Думаю, узнаем в ближайшие секунды, грубо говоря. И что ж мне из этого надо сделать? Я бы такой, чтобы взять ману плюс 40. Хотя на самом деле я возьму вот палочку вот эту. Если что, потом переролю. То главное сейчас посмотреть, что мне придет из второго тира предметы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, рыцари неплохо так пришли мне. Резачка возьму по-любому. Так, тебя я свапнул, ты мне не особо нужен. Тебе отдам вот так. Идеальный предмет. Просто идеальный. Что может быть лучше, чем вот этот вот предмет? Да ничего. Тот предмет, который я сейчас нашел, ребят, это просто идеальный предмет. Еще и клевер сейчас положу. Да, вообще сейчас будет песня. Сейчас давайте еще попробуем свапнуть. Что мне тут пришло? ХПшка. Я беру ХПшку. А теперь объясняю, почему этот предмет нереально сильный. Во-первых, у меня есть клевер. Клевер под рыцарями. Рыцари у меня начнут срабатывать намного чаще. Естественно, только в этом Абадоне. Ну, естественно, когда 3 секунды. Но мне упали острые наручи. У меня плюс есть хпшка. И за счет острых наручей я буду тащить сейчас в 110%. Ну ладно. Тогда идея такова. Драконов здесь я не соберу. Свенчика здесь нет. То есть особо таких вот жестких персонажей прям здесь нету. Вот реально жестких персонажей здесь нету. Зачем он 2 цепочки закинул сейчас в одного? Немножечко не понял этого момента. Ну, посмотрим. На самом деле против нежити рыцари неплохо зайдут. Только рыцари нужно скомбинировать правильно. Если я правильно не скомбинирую рыцари, будет все очень плохо. Тут пока еще не совсем понятно, как оно мне приходит все. На самом деле можно было продать ее. Хотя может оставить так. Может, песчаную гиду лучше поставить. Наверное, ее лучше поставлю и закину. Хотя... Из-за того, что здесь будет кунг-фу, у меня будут проблемы. Вот из-за того, что здесь будет реальная кунг-фу, то у меня будут проблемы дикие причем. Ладно, посмотрим, может мне сейчас повезет немного. Так, щит Абадона накинул, хорошо. Не, ну какой же предмет вот этот отличный острый наручи? Благодаря ему я просто выношу здесь все и вся. Там если кунг-фу сейчас есть, а он с острыми наручи есть с клеверами. Все, тут очень жестко. Тут очень жестко. Клевер нереально хорошо работает на таких ребят, как он. У меня будут жесткие проблемы. Более чем уверен. Ну ладно, тогда рыцари здесь откисают. Мне придется перестроиться. То есть мне придется в кого-нибудь другого перестроиться. Из-за того, что посмотрите, какая тут панда. У него есть острые наручи, у него есть клевер. Шанс срабатывания кунг-фу у него увеличивается просто нереально. Он там еще себе нашел, я думаю, гримтачи. Мне на мгновение показалось, что он гримтачи себе нашел. Ну ладно. Но если, в принципе, так подумать. Если ведьмаков здесь не будет, а хотя они здесь будут по-любому.
Да, вот нежить собирается, ведьмак по-любому будет. Ну, у меня что-то такое впечатление есть, потому что вот убийца здесь есть. И скорее всего у меня не получится сделать то, что я планировал. Ну ладно, пока не будем загадывать наперед. Мне, в принципе, приходят охотники, но я не особо хочу на охотников в целом играть. Хотя можно было бы. Здесь Муэрта тут какая-то пришла, то... Пришел червяк. И на самом деле можно было бы этого червяка реализовать по полной программе. Тут мертвец уже собирается с Тинкером в двойку. Короче, самое опасное здесь зверь. Рыцари, как назло, мне особо не приходят. Это дефолтная ситуация, но ладно. Ладно, пока у меня нормально все по хпшке, нормально по деньгам. Тут пришел орк. Не знаю, как все сейчас пройдет, но надеюсь, хорошо пройдет. Минусов, конечно, много. Сейчас, конечно, посмотрим. У меня острые наручи могут помочь мне очень легко. Просто долго срабатывает. Да, очень плохо. Очень плохо я проиграл здесь раунд. Ну ладно, я хотя бы не миллион получил в лицо. Можно было бы, знаете, как еще сыграть? Либо же через легионку, либо же через луну. Луна сейчас стоит одну монетку, и в принципе можно было бы реально хорошо закериться. Сейчас можно сделать себе 4 рыцаря через вот такую вот махинацию. И я на самом деле больше к этому склоняюсь. Будет он у меня вот так как-то. 4 рыцаря, хорошо. 4 рыцаря, это хорошо. Взял еще немножко уровня. На самом деле я могу продать сейчас вот их и взять еще немножко уровня. Наверное, так и сделаю. У меня сейчас на 9 раунде будет 6 уровень. Шанс того, что мне выпадет фиолетовая фигура, будет 7%. Ну, тут кунг-фу, и против кунг-фу я вряд ли смогу что-либо сделать. Хотя, в принципе, если мне слишком рано придут нужные фигуры, то кунг-фу мне не составит никаких проблем. Но если он соберется здесь фуловое кунг-фу слишком рано, то у меня будут такие проблемы. Ну, кстати, можно хпшку сейчас повысить. Не знаю, 150 хп это сильно много повысит мне или не особо? Или резака лучше оставить и попробовать кого-то другого найти? Рыцарь-тролль. Непонятно немножко, что он, конечно, собирать хочет, но он собирает себе троллей. Непонятно. Ну ладно, там мы уже разберемся с этим, это не так уж важно. Сларк стал, если что, одну монетку теперь стоит, тоже убийц легче собрать. Тут у меня Бэтрайдер стал, кстати, 2 монетки стоить, но у него тут увеличили способность урона со скилла, но на самом деле, ну такой себе баф. Луну, конечно, понизили вообще без нерфа какого-либо по способностям и все остальное, но потому что Луна сама по себе была такой слабый персонаж. Сейчас ее хотя бы можно попробовать как-то реализовать. То есть сейчас меньше таких вот проблем. И у Сларка теперь, кстати, фиксированное похищение скорости атаки 5%, и макс стаки это 10, 15 и 20. Поэтому, в принципе, забалансили немножечко Сларка. Если раньше, по-моему, он мог неограниченно тырить, или сколько там у него было. Если что, напомните в комментариях, сколько там было. Не понял. Там чела вынесли, которого я не хотел, чтобы выносили. У меня, кстати, омник есть. Омник это уже хорошо. Нужно ли мне вот эти вот 150 хп? На самом деле не особо. Поэтому я лучше вот так вот сделаю. Может мне сейчас повезет. Это мне и повезти. Это... Очень плохо, что тут нежить собирается. Ну, очень плохо. Я хотел поиграть красиво, прикольно, но по итогу, скорее всего, против нежити мне придется собирать шаманов и просто законтрить его в нулину. Ну тут, как я и говорил, тут будет алхимик керри. Это очень плохо для меня. Он моих рыцарей просто испепелит. Не знаю, может получится как-то перестроиться немного. Мне нежить неплохо шла. Ну, в принципе, можно было бы просто воинов собрать и на лицо выкатить их. Они бы там все в шоке были. Можно, кстати, сейчас богов поставить. У меня, в принципе, есть Абадон. Который, ну, извините меня, будет накидывать свои щиты. А
Баф ему. Ух, и еще один. Ну, 2 пары острых наруч, это, конечно, сильно. А что еще я могу такого из второго тира найти? Мана, рок, возвратка. Вот на самом деле я бы взял вот эту я бы взял эту возвратку. Обалдеть, что я так заговорился. Ну ладно. Для магов-драконов игра здесь не совсем хорошая. Будем объективны. Не совсем хорошая для магов-драконов. Рыцари-боги. Ну, рыцари-боги это слабо будет. Это мне придется играть через Омника, либо через кого-то из них. Двоих. То есть меня просто вынесут, скорее всего, мертвецы. Если я буду играть боги-рыцари. Зачем мне резак уже? У меня сейчас 40 минут на 12 раунде. Я, в принципе, себя чувствую более-менее чем отлично. Но я не скажу, что у меня стол прям идеально сильный. Вот против меня есть фуловая нежить сейчас. Ну как фуловая? Не 9, конечно, но 6 позиций нежити. И мне кажется, это будет сильнее. Хотя у меня есть Абадон. У меня, конечно, есть баф рыцарей. Но я не настолько сильно уверен, что баф рыцарей меня прям спасет. Щи горло что-то. Оп, 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 оп. Отлично, что я Абадона сюда поставил, по той лишь причине, что, смотрите, его сейчас все бьют. И острый наручи. Вот ты ж какой хитрый тиник. Просто взял тиник, меня только что и выкинул. Вот ты... Ладно. Тут эльфы собираются. У меня что-то горло сильно перешит, не пойму почему. Панда. Бруда. Не знаю, можешь попробовать панду подставить. Может бруду. Воины собираются. Ну, воины то ладно. Воины, кстати, могут спокойно законтрить мертвеца. Потому что он еще и через охотников играет. Он будет керри себе Муэрту. Рыцари у меня, в принципе, могут спокойно задефать как физический, так и магический урон. Плюс подхил будет какой-никакой. Тут же... Короче, пока играем, пока смотрим, оно приходит, и от этого отталкиваемся уже. Рыцари-боги. Если я буду играть на рыцарях-богах, то мне придется играть через Омника, скорее всего. Абадон, конечно, круто, да, щиточек там каждые, сколько там секунд будет? Каждые 3 секунды. У Абадона будет отхил каждые 4 секунды, но это все не так сильно будет, как против меня чел соберется. В идеале бы мне каких-то убийц перестроиться. То есть собирать темпларочку. Это в идеале. Может попробовать все-таки реально через темпларочку сыграть, и пока оно так приходит, то через этих. Сейчас у меня, конечно, немножко меньше времени на способность. 4 тролля, 4 рыцаря. Все, у него теперь сильнее бил, чем у меня. Он будет через алхимика играть. Рыцари мои алхимика не законтрят никак, он меня просто вынесет. Чем легкую. Ну, в идеале, это, конечно, собрать убийц через ведьмаков. В принципе, просто пока брать уровень надо и все. Боже, какой суммонер меня бесячий. Вот этот Фурион, он мне больше всего бесит. Конечно, спасибо ему за то, что сейчас он меня настакал, и я смог убить его мейн-керри, причем в легкую. Но просто посмотрите, какой там нежить сейчас огромный. И я не уверен, что эту нежить я смогу затащить. Я, наверное, даже не смогу затащить, чем смогу. 5 рыцарей. У меня просто нету даже ярко выраженного керри. Может, 6 рыцарей, конечно, и помогут сейчас вот таким вот образом. Хотя я думаю, вряд ли. Я, кстати, поставлю немножечко баф людей. Ну, мне кажется, реально нужно перестраиваться в убийц ведьмаков. Убийцы-ведьмаки будут намного приятнее играть. Меня еще так выносит сильно.
Я просто очень не уверен, что мои рыцари смогут затащить. Очень. Ну, у меня прям, ну, лютое сомнение берется. Если играть через рыцаря, то, скорее всего, через легионку. Барабан войны, ледяной доспех, молот грома. На самом деле, я бы взял барабан войны, чтобы массово ману себе зарегенить. Да что ж такое у меня с голосом, алло. Дико извиняюсь, ребят, не могу ничего с этим сделать. Голос что-то сегодня барахлит немного. Против мертвеца, может быть, бы барабан войны затащил. Но если я буду все-таки играть через керри... Ладно, возьму ману. Мана всегда была неплохой предмет. Универсальный, я бы так сказал. В любом случае, я буду переделываться немножко в другой билд. Поэтому... Такое как-то. Боже мой, как же они меня выносят. Эти воины. Отлично. Я только что на мгновение подумал, что меня сейчас просто испепелит. Вот если он меня так выносил сейчас, я просто боюсь представить, что сейчас будет происходить, когда против меня попадется тот чел. Там же вообще, наверное, караул Хавайся будет. Какая у тебя там расстановка, чтобы я понимал, как хоть расстановить. Так, все посередине и один справа. Значит, надо как-то так расстановку сделать. Все посередине, один справа. Ну, в принципе, реально как-то так делать расстановку. О, убийцы собираются. То, о чем я говорил. Убийцы могут помочь мне. Но... Ой, точнее, убийцы. Рыцари мне могут помочь, но не так сильно, как хотелось бы. Еще и с цветкой. Ну, давай, срабатывай щит, пожалуйста. Но если придет темпларка, то, в принципе, все шикарно будет. Разорчик. Можно было бы и через магов сыграть. То есть поставить рыцарей и добирать магов. Либо же реально закерить алхимика и не париться. То есть если придет алхимик, то можно будет собирать троллей и перестраиваться в алхимика керри. Правильно? Пускарта тут есть? Есть. Просто если играть через троллей плюс рыцарей... Мне кажется, слабо будет, если играть рыцари-тролли. Рыцари-тролли сейчас не такая лютая мета, как хотелось бы. Любой перестроится в этих ведьмаков и все. Ну, вот сейчас придет ко мне нежить, посмотрим. Но я проиграю, скорее всего. Да, вот видите. Да. К сожалению, я проиграл. Щит не срабатывает, отхила нету. Я выиграл. Я не знаю, каким чудом, но я это выиграл. Каким чудом? Я сейчас это просто уму не могу приложить, как я выиграл. Каким образом я выиграл? Тут, ну, тут не было победы. Тут просто не было победы. Каким образом это произошло, мне сейчас непонятно. Я реально не понимаю, каким образом это произошло. Ну, вот сейчас бы как бы тролль. Рыцарь пришел ко мне.
Ну, в принципе, если я 11 книжек соберу, то я смогу сыграть и через троллей плюс рыцарей. Но я не верю в рыцарей так сильно. Рыцари слабое звено. При том, что у меня еще легионка не такая огромная, как хотелось бы. Но в любом случае мне нужно просто взять 10-й. И если темпларка приходит, то все. То тут будет классно. Очень сильно влияет, придет ли ко мне темпларка или нет. Вот, фуловая кунг-фу сейчас собралась против меня. Вот фуловая кунг-фу меня сейчас просто разрывать будет. У него клевер, у него все, то есть у него сейчас 46 хп, он мне просто будет сносить все лицо. Фуловая кунг-фу это огромная проблема для меня. Как ни крути, это огромнейшая проблема. Да не только для меня. Все, кто сталкивался с кунг-фу, тут понимают меня. В принципе, если заменить на 2 волшебников, ну такое. Уровень быстро я все равно не смогу взять. Да что ж такое, алло. Ребят, дико извиняюсь. Горло хрипит нереально почему-то. Вот ассасин еще, кстати, есть, если он соберет себе... Если он соберет сейчас себе ведьмаков, то я проигрываю. Тут я не выдерживаю. Я не выдерживаю кунфуиста, скорее всего. Кулон доброты, обезоружь. Ну, на самом деле, да, можно взять обезоружь. Почему нет? Надо, наверное, через алхимика троллей играть. 9 убийц. Тут фул нежить. Он соберет себе 9 нежить, и у меня будет проблема. Я не смогу переживать его. Шмотки у меня не очень хорошие. Я бы даже сказал, что они посредственные. Кстати, я сейчас в легионку закину шмотки, потому что легионка будет помощнее. 25 урона у нее есть. Но, в принципе, если закирить только легионку, то тогда да, у меня шансы есть. Рыцарями я еще как-то убийц 9 штук переживу. Проблема в нежити. Звери, я думаю, тоже переживу. Ну, короче, для меня опасен нежить. Если он 9 соберется, там вообще нереально будет опасно. Также здесь опасен зверь, потому что у него будет кунг-фу фуловая. И также опасен убийца. Несколько целей у меня вот люто опасны для меня. Тут еще проблема в том, что мне не приходит усиление в виде рыцарей нормальные. Но у меня скоро уровень будет. То есть на следующем раунде я беру 2 уровня. И шикарно все. Если бы у меня рыцари намного быстрее усилялись, то было бы еще лучше. А так у меня рыцари довольно-таки тяжело и долго усиляются. В принципе, теперь можно и луну собирать под троллями. И Абадона по-любому можно собирать. Рыцари-тролли. Давно не играл на такой сборке, но я не верю в нее как-то. Ну, тут, кстати, мне везет то, что чел там не собрал себе фуловое кунг-фу. Он себе собрал только половинку кунг-фу, но это тоже проблема. Половинка кунг-фу это... Ну вот, видели? Просто ваншоты поприлетали сейчас. Сейчас ваншот, смотрите. Я ненавижу синергию кунг-фу. Самая дисбалансная синергия, которая только может быть. Вот, кстати, мне пришла темпларочка. Это я еще спокойно это озвучил, то, что она самая дисбалансная и самая плохая. Ну, теперь можно убийц ведьмаков собирать, да? А можно просто ведьмаков собрать сверху, через темпларку. Сильно? Я думаю, да. Если просто ведьмаков собрать через темпларку. Я думаю, это сильно будет. Щит срабатывает, все срабатывает, нежить переживаю. Как по мне, шик. Да, наверное, так и придется сделать. Книжечки там потихонечку собираются. Вот рыцарь сейчас пришел. В принципе, можно отказаться и от тебя. От этих отказываться не буду. ЦК не буду собирать так. Но мне чуть-чуть немножко. Чуть-чуть осталось на самом деле.
Ух ты. Так, еще и 3 эльфа поставил сверху. Отлично. Хотя на самом деле лучше бы я поставил не 3 эльфа. Лучше бы я не 3 эльфа поставил, а больше поставил этих троллей. Хотя и 3 эльфа тоже нормальная тема. Чё я уже парюсь за эту тему. Вот мертвецы 9 штук сейчас собралось. Сейчас он столько будет мне минуса хп давать. Это просто жестко. И алхимик пришел. Я тут не понимаю, что лучше. Алхимик. Или не алхимик. Абаддон. Тут тоже темпларка, кстати, пришла с чистым уроном. О, благодать, кстати. Благодать надо. Хороший предмет благодать. Мне еще бы 2 книжки. И просто через ведьмаков я буду себя чувствовать намного лучше. Я просто там буду убивать эту нежить. Хотя... Можно и... Ладно, короче, давайте попробуем что-то необычное все-таки сегодня. Вот так вот сделаем сейчас. Попробуем что-то необычное. Но от темпларки я отказываться не буду ни в коем случае. Это будет ошибка, если откажусь от темпларки. Тут главное нежить переживать. На самом деле, тогда тебе закину вот эти вот предметы. Ну, сейчас посмотрим, как я нежить... с нежитью справлюсь. Я думаю, с нежитью у меня будут проблемы. Потому что он будет убивать мои фигуры, и все. От хила у меня никакого нету. Ну да, то, что я говорил. Сейчас очень много по лицу прилетит. Нету урона никакого у меня, и от этого проблемы. И сколько минус? Понятно. Короче, понятно. Надо ведьмаки. Да, тут 9 воинов вообще собралось. Тут по-любому нужны ведьмаки. Тут гадалки не ходи. Нужны ведьмаки. Тогда никаких рыцарей. Никаких троллей. Ты пришла. Это, конечно, круто. Времени у меня пока предостаточно немного. Можно перестраиваться. Боже, какой там кускар огромный. Я его, конечно, вынес, но с трудом. Мне чисто везет то, что у меня есть рыцари. Довольно-таки неплохие. Так, эти ребята мне не нужны. Цветка еще. Можно было бы, в принципе, через цветку попробовать сыграть. Если цветка, конечно, будет приходить.
Бабка. Кстати, за бабку я вообще забыл. Тоже очень сильный персонаж. Я бы даже сказал, овер сильный персонаж, этот бабка. А если взять рыцарь цвет? Опа. 9 убийц демона выиграли там. Цветы плюс рыцари. Я на таком не играл, но может быть и получится что-либо. Главное просто сейчас попробовать. Можно через Кускара вообще тоже сыграть. Наверное, цветочку поставлю. Еще одну цветочку поставлю. Предметы на урон тебе. Маска. Возьму. Маска лишним не будет. Куча безоружия сейчас будет. С помощью цветки. Ну вот сейчас опять пришел ко мне нежить. Сейчас посмотрим. Ну цветка довольно-таки слабая будет. Если не в двойку, она довольно-таки слабая будет. Как мы видим, меня просто выносят они. И сколько минуса мне сейчас дадут? Ясно. Темпларка приходит. Ой, темпларка. Цветка. И шо мне через... чистый урон. Через... Керри импресску. А я что-то забыл, когда мне книжка прилетела. Если мне книжка давно прилетела, то это GG. это жестко. На самом деле, если ко мне придет неплохо так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не успел перестроиться, меня просто выносят. Очень долго думал. Бессмертие берем, конечно же. Дим. Так, спектра, отлично. Ну, посмотрим. Чистый урон плюс... Ой-ой-ой, на импресску накинулась. Это плохо.
я бы проиграл. Слабо. Очень слабо. Хотел что-то интересное попробовать с ВР, по итогу не получилось. Если бы я просто собирал стандартную темпларку, то было бы очень круто, но... Я не хотел через стандартную темпларочку играть, вот честное слово, не хотел. Я очень часто показывал этот билд, я хотел попробовать что-то иное, что-то интересное, тут цветка пришла. Если бы цветка, наверное, в двойку пришла, было бы лучше. Если бы, наверное, я раньше перестроился, было бы лучше. Короче, немножечко не доиграл. Все-таки перестраиваться в конце и делать что-то необычное, это довольно-таки плохо. Но как мы видим, плохо. И как мы видим, ведьмаки не стакиваются с МПС-кой, как-то слабовато вышло. Как по мне, если бы я поставил обычных троллей, было бы намного лучше, я бы успел намного быстрее забирать их всех. Да. Ну тут больше ничего не добавишь, как бы, вот и все тут. Можно было бы сыграть просто на обычных шаманах и выносить эту нежить вообще без шансов. Но я же говорю, что я хотел что-то необычное попробовать. У меня не особо это, конечно, получилось. Жалко, конечно. Можно было бы сыграть через обычную темпларочку, через ведьмаков и убийц. Я бы уверен, что тут я бы без шансов выносил эту нежить. Но что было, то было. И как бы ты ничего здесь не добавишь. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. На ютубе я хочу достичь 5000 подписчиков, у меня такая цель небольшая, а в телеграме 1000. Поэтому, ребят, ссылочки закреплены в комментариях и в описании. Подписывайтесь, не стесняйтесь, у нас там чат комьюнити в телеге есть. И всем удачи.